Иногда мы испытываем странные ощущения, которые, как бы мы ни пытались их игнорировать, продолжают настойчиво напоминать о себе. Наше тело обладает удивительной способностью общаться с нами, и часто оно делает это через ощущения, которые на первый взгляд кажутся простыми и незначительными, например, зуд. Но что, если этот зуд является отражением более глубоких процессов, происходящих в нашем энергетическом и эмоциональном пространстве? Каждая область нашей спины может нести в себе важное послание о нашем духовном и эмоциональном состоянии. Наше тело представляет собой сложную систему, которая тесно связана со всеми нашими чувствами, мыслями и энергетическими потоками. Когда что-то выходит из равновесия, оно начинает посылать нам сигналы, и один из этих сигналов, каким бы неожиданным он ни казался, может проявляться в виде зуда на спине. Однако это не просто случайный зуд. Тот, что возникает снова и снова в определенной области, может иметь гораздо более глубокий смысл. Подобный зуд может служить своего рода предупреждением. Когда в энергетическом поле человека возникают ощущения, требующие незамедлительного внимания, возникает вопрос, что именно эти сигналы могут рассказать о его внутреннем состоянии. Давайте обратимся к духовному значению различных областей спины и рассмотрим, как понимание этих знаков может способствовать восстановлению гармонии и благополучия. Прежде чем мы углубимся в детали, важно понять, что такое чакры. Чакры представляют собой энергетические центры, расположенные в теле человека, которые контролируют различные аспекты его физического, эмоционального и духовного существования. Эти центры расположены вдоль позвоночника и распространяют энергию по всему телу, воздействуя как на спину, так и на переднюю часть. Каждая чакра имеет свою уникальную функцию и связана с определенными частями тела и сферами жизни. Возникновение зуда в конкретных областях спины можно объяснить, исходя из местоположения каждой чакры. Итак, давайте рассмотрим их значение. Зуд в области основания спины, известный также как поясничная область, имеет отношение к корневой чакре. Эта чакра отвечает за ощущение безопасности, стабильности и связи с материальным миром. Она тесно связана с потребностью человека в безопасности, комфорте и удовлетворении основных потребностей. Зуд в районе копчика, окрашенный в красный цвет, может являться отражением глубинных тревог, связанных с финансовыми затруднениями или карьерной нестабильностью. Эти беспокойства, проникая в энергетическую структуру, способны нарушить ее равновесие. Для восстановления гармонии рекомендуется обратиться к практикам, способствующим ощущению устойчивости и стабильности. Прогулки на свежем воздухе, медитативные упражнения, направленные на корневую чакру, доступные в изобилии на платформах вроде YouTube, а также техники глубокого дыхания, могут стать мощными инструментами в этом процессе. Разработка четкого финансового плана также способна укрепить чувство защищенности и контроля над ситуацией. Чем сильнее вера в благополучное разрешение обстоятельств и уверенность в поддержке мироздания, тем эффективнее будет происходить балансировка данной энергетической зоны. Зуд, возникающий в средней части спины, может указывать на дисбаланс в сакральной чакре, ассоциирующейся с оранжевым цветом, или чакре солнечного сплетения, связанной с желтым. Сакральная чакра играет ключевую роль в управлении эмоциональной сферой, творческими проявлениями и межличностными отношениями. Подавление эмоций, трудности в романтических отношениях или избегание конфликтных ситуаций с близкими могут провоцировать возникновение зуда в этой области. Важно дать себе возможность открыто выражать свои чувства. Эффективным способом справиться с эмоциональными переживаниями является ведение дневника, где можно изложить свои мысли и чувства, или же доверительная беседа с близким другом. Творческие занятия, такие как живопись или танцы, также могут стать отличным выходом для эмоций. Область солнечного сплетения, часто выступающая своеобразным хранилищем для травм и обид, нередко подвержена дисбалансу. Эта чакра, связанная с личной силой, самооценкой и ощущением собственной идентичности, может проявлять себя через зуд в середине спины, если человек чувствует себя недооцененным или страдает от низкой самооценки, будь то на работе или в личной жизни.
Такой дискомфорт может сигнализировать о недостатке смелости для реализации собственных идей, особенно если для этого необходимо проявить себя. Для решения этой проблемы рекомендуется практиковать позитивные утверждения, направленные на повышение уверенности в себе, а также устанавливать здоровые личные границы. Регулярные занятия йогой и физические упражнения также могут способствовать восстановлению баланса в этой области. Верхняя часть спины, в свою очередь, связана с сердечной чакрой, центром любви, сострадания и прощения. Если человек склонен копить обиды или испытывает трудности с прощением, это может проявляться через зуд в верхней части спины. Для достижения эмоционального благополучия и освобождения от внутренних блоков рекомендуется сосредоточиться на прощении себя и окружающих, а также культивировать любовь к себе. Медитация, направленная на сердечную чакру, и регулярные практики благодарности могут помочь открыть сердце и устранить эмоциональные зажимы. Существует также менее известная, но очень важная умиральная чакра, расположенная в области лопаток и плеч. Она связана с медиумическими способностями и способностью устанавливать связь с духовными наставниками. Неприятные ощущения, такие как зуд в этой области, могут указывать на присутствие духов или духовных проводников. Укрепление духовной связи достигается через медитации, молитвы и энергетические практики защиты. Важно быть открытым к посланиям из духовного мира и обращаться за руководством через духовные чтения или сеансы энергетического исцеления. Интересно, что зуд в боковой части спины может иметь различные толкования в зависимости от стороны. Левая сторона тела традиционно связывается с женской энергией, интуицией и эмоциями. Игнорирование интуитивных подсказок или подавление зуда с левой стороны спины требует активного прислушивания к своим внутренним ощущениям. Интуитивные прозрения часто приходят через практики медитации и осознанного присутствия. Открытость к своим чувствам и их свободному выражению является важным аспектом этого процесса. Правая сторона тела, ассоциирующаяся с мужским началом, логическим мышлением и активными действиями, может посылать сигналы в виде зуда в спине, когда человек склонен откладывать дела и важные решения. В таких случаях рекомендуется проявлять больше проактивности, принимать необходимые решения и устанавливать конкретные цели, предпринимая шаги для их достижения. Чувство мурашек или зуда, возникающее во время молитвы, может свидетельствовать о глубокой духовной связи, указывая на гармонию с высшими энергиями или получение духовного послания. Регулярные молитвенные и медитативные практики, а также ведение духовного дневника для записи переживаний и озарений могут способствовать дальнейшему духовному развитию. Аналогично зуду в спине, ощущения зуда могут возникать и на передней части тела, поскольку энергетические центры или чакры пронизывают всю нашу энергетическую систему. Например, зуд в области груди, связанный с сердечной чакрой, может отражать вопросы любви и сострадания, требующие особого внимания и проработки. Для гармонизации энергетических центров полезно выполнять специальные упражнения. Практики, способные раскрыть сердце, такие как йога и глубокие дыхательные упражнения, являются мощными инструментами для самопознания. Не менее важно работать над укреплением межличностных связей и развитием любви к себе. Все представленные примеры, будь то локализация зуда в верхней или боковой части тела, могут быть легко экстраполированы и на переднюю поверхность. Ключевым моментом является внимательное отношение к тем областям, о которых идет речь, и использование личного осознания для интерпретации этих сигналов. Понимание того, что может означать дискомфорт в спине, позволяет нам осознать, что тело – это своеобразный коммуникатор, постоянно стремящийся направить нас к состоянию гармонии. Физические ощущения, которые зачастую остаются без должного внимания, на самом деле представляют собой приглашение к более глубокому самоанализу и размышлению о дисбалансах в нашей жизни. Зуд, в частности, является тонким, но в то же время очень выразительным сигналом. Он служит напоминанием о том, что когда мы пренебрегаем своими эмоциями и теряем связь со своим духовным ядром, тело берет на себя роль привлечения нашего внимания, как бы говоря, «здесь что-то не так, это нужно исправить». Вопрос заключается в нашей готовности прислушаться к этим сигналам и предпринять соответствующие действия.
Возможно ли уловить скрытые послания собственного тела? Распознание этих сигналов, казалось бы, незначительных, может стать отправной точкой на пути к более глубокому пониманию самого себя. Обращая пристальное внимание на зуд, возникающий в различных областях спины, каждый человек получает возможность по-новому взглянуть на взаимосвязь своих эмоций и энергетических потоков. Этот зуд способен продемонстрировать, в каких конкретно местах накапливается напряжение, какие сферы жизни требуют более пристального внимания и где именно необходимо ослабить контроль, давая возможность процессу исцеления развернуться в полную силу. Итак, что же последует за этим открытием? Теперь, когда стало известно, что зуд в области спины может нести в себе гораздо большее значение, чем простое физическое неудобство, каким образом эти знания будут применены в повседневной жизни? В следующий раз, когда возникнет ощущение зуда в поясничном отделе или в середине спины, стоит сделать небольшую паузу. Необходимо задуматься, что именно пытается донести тело в данный момент, какие эмоции остаются подавленными, существуют ли в жизни области, которые требуют более пристального внимания и заботы. Это уникальная возможность превратить, на первый взгляд, незначительные сигналы в мощные катализаторы позитивных изменений. Прислушиваясь к тому, что пытается сказать тело, каждый человек получает возможность восстановить свое эмоциональное и духовное равновесие. Погружение в изучение сигналов собственного тела может стать тем недостающим звеном, которое вы искали в своей жизни. Уделение внимания этим знакам не требует особых усилий, однако способно кардинально изменить ваше восприятие эмоций, преодоление трудностей и даже способствовать духовному развитию. В связи с этим возникает вопрос: а замечали ли вы какие-либо из этих признаков на себе? В какой конкретно области спины вы ощущаете наиболее сильный зуд? И какие мысли возникают у вас по этому поводу? Оставляйте свои комментарии, поскольку мне крайне интересно узнать о вашем личном опыте. Кроме того, не забудьте подписаться на канал и активировать уведомления, чтобы продолжать расширять свои знания о том, как интерпретировать сигналы тела и достигать более осознанной и гармоничной жизни. В последующих видео мы продолжим исследовать захватывающие грани взаимосвязи между телом и духом. До скорой встречи, и помните, что ваше тело постоянно ведет с вами диалог, нужно лишь научиться его слышать.